Всем панкейк, дорогие друзья! Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал стать миллионером, а кто-то мечтает до сих пор. Но что со своими миллионами и миллиардами делает один из самых богатейших людей на планете – принц Фоза? Давайте вместе погрузимся в мир богатства и роскоши. The Python — это, конечно, не покупка языка программирования, но по масштабности отнюдь не хуже. Слышали ли вы что-нибудь про машинки, которые ездят по воде? Нет? Тогда рассказываем. Компания WaterCa занимается разработкой и выпуском автомобилей, которые спокойно рассекают по водной глади. Среди них есть и машина Python, которую приобрел принц. Ее скорость достигает 45 миль в час на воде и около 80 на суше. У них прекрасный современный дизайн и, несмотря на такую интересную задумку, полностью комфортабельны для повседневной езды. Фозе так понравились эти автомобили, что его коллекция насчитывает их около 6. Одно такое водное автомобильное чудо стоит $150 тысяч. Пал Джимере Зебил Серрей – это самый дорогой и красивый отель в Дубае, очередная прихоть его величества. Это по праву одно из самых красивых архитектурных строений, которым владеет королевская особа. Этот отель сдали в марте 2019 года, и каждая комната в нем – это произведение искусства. Номера сделаны в стиле осейской турецкой архитектуры с использованием самых дорогих материалов – мрамор, темное дерево и керамика. Отдыхающие здесь себя чувствуют так, словно попали в замок и могут наслаждаться не менее султанскими видами, бескрайним морем. Такая покупка-постройка обошлась в $12 миллиардов, чтобы отель без преувеличений считался самым величественным. Boeing 787-10 Dreamliners. Яхты и машины – удел бедности. Иметь 40 своих самолетов – вот это истинная цель каждого богача. Да, у Фозе 40 самолетов, но это не каприз для разнообразия, чтобы каждый день летать на новом самолетике. Это исключительно вложение в развитие авиации полуострова. Данная модель одна из самых известных и может вместить в себя около 440 пассажиров одновременно и пролететь 7500 миль расстояния, что делает такое приобретение выгодным. Один Boeing 787-10 Dreamliners стоит $306 миллионов. Все 40 обошлись в неприлично огромную сумму – $12 миллиардов 240 тысяч. Верблюд. Первое живое существо в списке, но вовсе не самое дешевое, как могло бы показаться. Конкурсы красоты есть не только среди людей, но даже среди верблюдов. Так, среди 17 тысяч милейших горбатых созданий выбирали, какой самый лучший по всем характеристикам: здоровье, красота, выносливость, родословное, благородство. Главный приз – $600 тысяч. Если судьи заметят, что над красотой верблюдицы постарались человеческие руки с ботоксом, участник будет снят. Итак, по итогам конкурса был определен самый благородный и ослепительный красавец. Принцу Дубая он так понравился, что тот его купил за $2,7 миллиона. Лошади. Еще одни скакуны в цену 360 лошадиных сил под капотом. Принц Фоза очень любит спортивные скачки и участвует в них ежегодно. Самую дорогую лошадь он приобрел за $3 миллиона. Такая стоимость была назначена из-за знаменитой родословной, в которой потомство не только здоровое и идеально подходит по характеристикам для скачек, но и еще безумно красивые внешне. Другой цвет шерсти, плавные линии мордочки и глубокие глаза. После, в 2014 году, он купил 2 лошадей стоимостью $1 800 000 каждая. Итого, на всех скакунов потрачено более $6,5 миллионов за 3 особи. Парк танков Рипсо. Автомобильной и авиационной коллекции все не обошлось. Вот это действительно неожиданно. Пожалуй, этот танк перевернул всеобщее представление о гусеничной машине. Этот вездеход пройдет всюду, даже там, где не ступала человеческая нога. В одном танке может быть до 800 лошадиных сил, а его внешний вид правда зловещий. Эта машинка победит любого, кто встанет на ее пути. Компания Ripso получила такой ажиотаж со своим изобретением, что они были использованы
использованы даже в фильме «Форсаж», продавались для использования в американской армии, а гражданские версии выпускались для частных компаний. В зависимости от комплектации один такой танк может стоить $500 тысяч. Предполагается, что стоимость парка достигает десятков миллиардов. Друзья, если вам нравятся познавательные выпуски со всех уголков мира, поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы понимали, что вам интересен такой контент. Приятного просмотра! Lamborghini Veneno Roadster. Красная мечта каждого любителя спортивных машин, легенда в истории автомобилей и редкость в наши дни. Lamborghini Veneno Roadster – одна из самых редких машин, выпускаемых компанией. В 2014 году их выпустили всего 9 штук, в то время как принц Фаза владеет 6. Эта красотка развивает скорость до 221 мили в час, оснащена двигателем V12 и имеет в себе 750 лошадиных сил. Сама компания заявляет об этой модели как об ультрасовременной конструкции, вдохновению для которой послужило воздухоплавание. Стоимость одной составляет более $4,5 миллионов. Все 6 обошлись в 27 миллионов. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – звезда и эталон скорости во всей истории спортивных машин, когда-либо существовавших. Эта машина известна как самая быстрая во всем мире, да и вид у нее ошеломляющий: карбоновые кузовные панели, кожаный обтекаемый салон, мощнейшие турбины и вишенка на торте – 1200 лошадиных сил под капотом, разгон 250 миль в час и возможность сделать из спорткара полноценный кабриолет. Все это обошлось молодому принцу в более чем $2 миллиона. Fairmont Pacific Rim – одна из самых дорогих покупок в сфере частной собственности. Лучший отель региона Pacific Rim в Ванкувере, что в Канаде, с самыми дорогими расценками на пентхаусы. Оно и неудивительно, ведь отель предлагает лучшие услуги, самое комфортабельное обустройство номеров и много прочего, как, например, библиотека Ташен. Фаза купил здесь 3 пентхауса, хотя и предпочел бы оставить это в секрете, но от любопытных взглядов ничего не утаить, особенно если ты сам принц Дубая. Ferrari LaFerrari – еще один автомобильный эксклюзив, который вызовет зависть у любого автолюбителя. Выпуск этого автомобиля считается ограниченным, так как всего их не более 500, что для тиража машин популярной компании очень малое количество. Это одна из самых габаритных машин Ferrari, так как длина корпуса составляет 15 футов. Всего в этой красной красавице 963 лошадиных силы, что обеспечивает ей скорость 217 миль в час, а разгон до сотни менее чем за 3 секунды. 2 из этих редких автомобилей были проданы на аукционе за $7,10 миллионов, но поговаривают, что принц приобрел спорткар за стандартную стоимость $1,4 миллиона. McLaren P1. Покупки покрыты мглой и тайной, о которых знают все поклонники. Очередная машина, о которой складывают легенды, ведь это настоящий синоним к слову «мощь». Суперавтомобиль, который за 32 секунды разгоняется до 37 миль, а в полную силу набирает скорость 217 миль в час. По виду напоминает такую же быструю пчелку, потому что окрашен в дорогой желтый оттенок с плавными полосами черного цвета. Первый McLaren P1 был продан покупателю в Дубае, который пожелал остаться неизвестным, но уже спустя некоторое время он был замечен в использовании принцем, а вот стоимость абсолютно не секретная – $1 300 000, и сказочная пчелка летит в ваш гараж. Шотландское имение. Домик на берегу озера – мечта, особенно если он 14-комнатный. Поместье в Шотландии – прекрасное место для отдыха и охоты, которую принц и его семья очень любят. Сам дом еще не построен, но под него куплена земля общей квадратурой 100 миль. Это безграничное количество земли, которое превратится в полноценное жилище со всеми условиями для комфорта и 14 комнатами для веселья, растянувшиеся на 2 этажа. Обошлось это по местным ценам довольно дешево – всего $3,5 миллиона. С вами был Панкейк. Поделитесь своим мнением о выпуске в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если вам все понравилось, и нажимайте на красную кнопочку «Подписаться», чтобы всегда быть в курсе новых интересных фактов. До новых встреч!